Добрый день, друзья! Мы снова с вами. И в эту нелегкую годину обсудим еще одну животрепещущую для нас тему. Кто у нас стоит у власти? Проблему тирании. Вы понимаете, что сегодня у нас уже нету времени разговаривать о том, чтобы набирать больше подписчиков, ставить большие пальчики, пересылать ссылки своим друзьям. Это само собой разумеется. Если вы сочтете нужно, вы это сделаете. Тиран. Можно ли его пережить? Бытует мнение, что сама по себе тирания или авторитаризм не могут быть продолжительными. И надо лишь немного набраться терпения, чтобы его пережить. Разберемся вместе в истоках таких предположений и его истинности. Человечество в 20 веке прошло 2 мировые войны с самыми жестокими событиями, многочисленными человеческими жертвами. После этого оно приобрело еще более смертоносное ядерное оружие, которое гарантированно сотрет с лица Земли и самого человека, и все живое, превратив ее в безжизненное, выжженное пространство на многие столетия. И казалось бы, у нас не осталось выбора. Надо или договориться, или совершить самоубийство и погибнуть. И действительно, мир приложил беспрецедентные усилия с тем, чтобы создать систему сдерживаний и противовесов, профилактики, реанимации фашизма и дать человечеству шанс выжить. Еще в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека как способ дать человечеству правила взаимоотношений с самим собой и избежать разочарования и ошибок. С тех пор прошло почти столетие, а человечество в целом не стало ни гуманнее, ни мудрее. Оно продолжает упрямо наступать на те же грабли и совершать все те же глупые ошибки. Значит, кроме того, что дается с информацией, а с этим за столетие нам стало значительно проще, в человеческой природе есть что-то, что не позволяет успешно этими знаниями пользоваться. И, наконец, отступить от края пропасти. Позвольте, но что общего между глобальной экономикой, политикой и поведением в одной единственной семье? У нас есть опыт, наработанный за тысячелетия, многовековая программа мудрости, и ни один из пунктов которой мы не выполняем. Давайте обсудим все их последовательно. Один из них гласит: надо договариваться заранее и максимально продумывать последствия своего выбора. Как в неуспешной семье, бизнесе или политике, мы почему-то считаем, что можем взять себе полуфабрикат мужа, супруги, подрядчика, вождя, а потом он сам естественным образом рядом с нами перевоспитается. Все исправит святая любовь, предполагаемая обязательность партнера, ведь он обязался сделать как самому себе, или звание президента. Кажется, что стоит просто назвать наш контакт деловым партнером, и это само по себе наложит на него железобетонное обязательство следовать нашим ожиданиям. Конечно, очень унизительно по отношению к работнику еще в начале контракта дотошно выяснять, а что же это такое он подразумевает под тем, как самому себе. А потом вдруг, и никак иначе, оказывается, что у нашего визави совсем иное представление о взятых на себя обязательствах, и он обо всем думает совсем по-другому. Супругам стоит научиться везде и во всем обсуждать любую малость. С партнером заранее въедливо обсуждать любой
маленький пунктик контракта. А с выбираемым нами управдомом, тем более президентом, сроки, меру и ответственность за каждый день пребывания в должности. Второй пункт. Власть развращает максимально и почти всех. И не стоит ею испытывать даже самого просвещенного и гуманного человека. Мы считаем, что это только в сказках говорится. Испытание водой, огнем и медными трубами. А в реальности это все общие слова, ни о чем. А вот и нет. Самым тяжелым испытанием для большинства людей является как раз не тяжелые годины и лишения, войны и голод, а те времена, когда они становятся богаты и заносчивы. Разве не было в вашем окружении таких людей, которые после получения в свои руки больших денег, славы или власти со временем преображались в незнакомых вам чертовых и циничных монстров? Не вы ли просто пытались от таких наблюдений ускользнуть и считали, что вам просто не повезло с друзьями? А другие люди иные, более честные, стойкие, великодушные. А потом вдруг натыкались на те же грабли. И так не один раз. И по кругу. Как же нам хочется сказки, где все добрые, заботливые, неизменные и чудесные. А если соседний батька вдруг, внезапно, конечно, стал людоедом, то мой-то не такой. Он из другого теста и меня точно не продаст. Третий пункт. Стоит следить за исполнением обязательств как со своей стороны, так и со стороны своего партнера. И как бы ты ни надеялся на добросовестность партнера, если утрачиваешь контроль за процессом, перестаешь отвечать за него, твой партнер обязательно использует это в свою пользу. И дело не в том, что люди непорядочны по своей природе, а в том, что своя рубаха всегда ближе к телу. Но все просто. Никак не получится всю ответственность переложить на обстоятельства, на свою наивность или неосведомленность. Если вы не прочли о таких случаях многочисленной литературы, не любите читать, я об этом говорил в своем ролике про чтение, то могли бы повнимательнее присмотреться к окружению, посмотреть на опыты своих родителей, опыт близких и друзей, опыт других стран или эпох. И оказывается, что все уже много раз повторялось. Мужья, склонные поначалу к незначительному пренебрежению вашими интересами, становятся самодурами. Грубость, не встречая сопротивления и жесткого отпора, неизменно превращается в насилие. А недалекий и закомплексованный подростков в жесткого тирана. Все это отличительные особенности людского сознания. Когда, не встречаясь с внешним сопротивлением и отпором, асоциальные эксперименты какого-то подростка постепенно превращаются в извращенную сюрреалистическую форму существования. Кулак мужа, агрессивное давление матери или брыжущий слюной, призывающий к священной войне фюрер уже непоколебимой становится страшной реальностью нашей жизни. Если ранее вы были не способны на малый отпор, то вынуждены или разом сбросить с плеч распаящееся чудище, или, что проще и встречается естественно чаще, подстроиться под них и стать марионеткой и обладателем той самой выученной беспомощности. А для того, чтобы при этом не страдать и не роптать, мы должны постоянно убеждать себя: у нас нет выхода. Мы всего лишь жертвы обстоятельств, мы как все, мы маленькие, а большим и мудрым всегда виднее. И позволять другим пудрить себе мозги всякими нелепицами, которые даже в самой чудовищной и токсичной среде позволяют нам убаюкиваться мнимым ощущением понятности, спокойствия и определенности. Такой уж у нас привычный способ выживания. Четвертое. Если ты не уважаешь и не трудишься над собой, ты не уважаешь партнера.
и позволяешь ему возвращаться и расслабляться. Мы не приходим в мир ни рабами, ни соглашателями. Мы рождаемся все одинаковыми, голыми и беспомощными. Но в детстве мы еще способны капризничать, сопротивляться, мечтать, верить в свои мечты. А во что мы превращаемся потом? И это не только влияние генетики, среды и окружения. Мы во многом сами творим свое будущее и пестуем свои же собственные будущие страдания. Если вы позволяете себе жить в реальности, где не способны отвечать за свои мысли, эмоции, поступки, то, естественно, и свое окружение наделяете теми же признаками. Вокруг нас появляются столь же безответственные и слабохарактерные партнеры, дети, супруги, властители. Позволяя себе леность, ничего делание, потакание в поступках или мыслях, мы создаем вокруг себя вакуум, в который открываем доступ более активным, целеустремленным, а иногда более агрессивным людям или событиям. Природа не терпит пустоты, а потому чем нас меньше в нашей жизни, тем больше чего-то другого, чьих-то деяний или хаоса. Никто за нас не остановит хама или преступника до тех пор, пока мы не удосужимся сами подняться или создать общество, способное этому противостоять. Инфантильная уверенность в том, что кто-то за нас построит нашу жизнь, что можно убежать или спрятаться в другой реальности или стране, или разочаровывает нас, или заставляют стать вассалами более активных и ответственных, а иногда просто алчных и жестоких особей. Чем более цивилизованная страна, чем более образованнее и ответственнее чувствует себя население, тем меньше вероятности прихода к власти психопата или социопата. Надежда на то, что тиран вымрет сам быстро, не оправдывается историей. Да, тираны бывали и со знаком плюс, но львиная доля все-таки со знаком минус. Тирания может долго расти, набирать обороты, и на вершине кристаллизовываться в террор и насилие, и в этом виде править десятилетия. Вам хватит терпения и сил? Мостовая история вымощена миллионами судеб и трупов людей, как и вы, не пожелавших противостоять, а поначалу просто думать и решать. Вы скажете: да, может, вы и правы, но уже поздно читать мораль. Мы уже все. Что же делать теперь, спросите вы? Я немного об этом уже сказал ранее. Есть несколько возможных сценариев свержения заигравшихся монархов. Первый. Очень понятный и оптимистичный вариант, позволяющий вам ничего не делать и просто наблюдать. Мол, подожду, пока мимо проплывет труп моего врага. В нашем случае это может быть, например, вариант дворцового переворота, часто называемый бункер. Когда ситуация, к которой привел своих соратников тиран, для них становится уже невыносима. И Брут вместе со товарищами убивает своего бывшего кумира. Так происходит нередко. Но на такой шаг способны далеко не самые мягкие люди. И после такого переворота, пусть и ненадолго, к власти приходит, как правило, военная хунта. Шило на мыло, скажут многие. Зачем нам плохое менять на еще худшее? Лучше тот, кого мы знаем, чем что-то неизвестное и страшное. Сукин сын, но ведь наш сукин сын. Но оказывается, что сама по себе способность к переменам, хорошим или плохим, способствует поиску решений. Поэтому в любых
развитых странах свято оберегается необходимость регулярной смены власти, пусть даже такой, как Дональд Трамп. Но демократия предполагает, что он рано или поздно уйдет. Пусть будет и такой опыт. А болото зарастает только тем, что в нем растет изначально. Второй вариант. Естественный убыль. Ничто не вечно, и несмотря на изыскание эликсира вечной жизни дочерями и соратниками, конец наступает неизменно. Иногда приходит другой, более прогрессивный политик. Ну, как было с Михаилом Горбачевым. Но столь же вероятно, что на место одного тирана приходит его последующий. Часто тот не менее креативен, чем прежний правитель, тирании замирает еще на поколение. Ким Ир Сен, Ким Чжэ Дук, Ким Чен Ын – красавцы. А с ними розовеет и бронзовеет, скатываясь с камня на век, вся империя. Третий вариант. Он для вас будет казаться менее реалистичным и слишком рискованным. О нем говорил Ленин. Когда верхи уже не могут, а низы не хотят, когда люди доходят до предела своего терпения, они выходят на улицы, берут в руки булыжник или оружие и свергают. Для этого нужны многие другие предпосылки. Ослабление власти, вызванное теми или иными событиями, в том числе войной, тот же доступ к оружию, укрепление самоорганизации людей, формирование ячеек сопротивления. И как было в дореволюционной России, и в Украине до Майдана, создание альтернативных источников информации и лидеров идей. Все эти закономерности давно изучены теми, кто хочет удержаться на вершине любой ценой. Поэтому все, что возможно к этому времени, и выжжено буквально напалмом. Лидер оппозиции в тюрьме или выдавлены за рубеж. Любые альтернативные источники информации выключены или будут выключены в ближайшее время. Общество пронизано соглашательством и стукачеством. Нельзя быть уверенным, что твой ближайший соратник или товарищ не провокатор или не засланный казачок. На каждом углу видеокамеры, космонавты, шлагбаумы, колючая проволока, плакаты с призывом разве что не сдаваться. Все вам говорит о том, что ваши усилия бесполезны, тщетно, от вас ничего не зависит. Не ведитесь на эти упаднические настроения. Бессмертный Виктор Франкл описал навыки своего выживания в концлагере. И поверьте, что даже там у некоторых людей находились духовные силы не сдаваться. У вас могут отнять все: имущество, родных, даже вашу жизнь. Но никто и никогда при вашем стойком желании не сможет отнять у вас ваши мысли и вашу совесть. Постарайтесь стать хозяином этого внутреннего мира и никому его не отдавать. Если вы его сохраните, то, как умелый боец, вы рано или поздно найдете время и место для сокрушительного удара. И вас, таких как вы, много, непостижимо много. Именно такой внутренней свободой и занимается настоящая, не та фальшивая психотерапия и психология. Давайте будем вместе учиться выживать, преодолевать и добиваться своего, вопреки обстоятельствам. Итак, небольшое резюме. Те, с кем я дружу, с кем я работаю долгое время, в отличие от многих и многих других, волшебным образом, а вернее, собственными усилиями и трудами, учатся не преодолевать
вновь возникшие обстоятельства, а предупреждать их появление и минимизировать нанесенный ими вред. Это крайне ценно. Чувствовать, что многое в твоей жизни зависит от тебя. Это истинная степень свободы и связанное с этим ощущение наполненности жизни и счастья. Вот это наше настроение. Вот это наша способность выжить и побороть тиранию. Давайте, друзья, на сегодня на этом остановимся. Поймем, что несмотря ни на какие обстоятельства, мы способны их преодолеть, многому научиться, не повторить свои ошибки, создать свое окружение тем, что мы создаем себя, и выжить, и победить. Делитесь своими впечатлениями. До новых встреч. Ваш доктор Куров.